здесь. Because whether we live here or we live in another place in this world, Потому что неважно, где мы живем, здесь или в каком-то другой части света, we who are followers of Christ have the opportunity and the responsibility to grow. мы с вами, как ученики Христовы, имеем и возможность, но с другой стороны и ответственность возрастать. At the end of the 5th chapter of the book of Hebrews, В конце 5 главы послания к евреям the writer is saying to his audience that he is disappointed автор говорит своим слушателям, что он разочарован. because there are some things that he desperately wants to share with them. Потому что есть вещи, которыми он отчаянно хотел бы им рассказать. But they are not prepared to receive what he has to say. Они не готовы выслушать его пока. Because while they ought to be at the level of teaching at this point, Потому что на тот момент они должны были уже находиться на таком уровне, чтобы учить других людей. in reality, they need to be taught again. А на самом деле их самих приходилось еще учить. And so in the first verse of chapter 6, he will say to them Поэтому в первом стихе 6 главы он им говорит, that there's a point in time where we have to leave the elementary things что наступает момент в жизни, когда нужно уже оставить начатки учения and he says we need to press on to maturity. и спешить к совершенству или к зрелости. It is the expectation of the apostle that everyone ought to seek to become mature. Смотрите, апостол говорит, что каждый должен стремиться к зрелости, то есть к возрастанию. And in Ephesians chapter 4 and in verse 15, Ефесянам 4:15 Paul says that we need to speak the truth in love. Павел говорит, что истину мы должны говорить в любви или с любовью. And we are to grow up in all aspects into Christ. И во всех аспектах мы должны возрастать, чтобы походить на Христа. So whether we are putting on Christ in baptism today, И неважно, когда мы облеклись во Христа, либо сегодня, or in my case, having done that January the 9th, 1983, как в моем случае это было 9 января 1983 года, we are to seek to be mature мы and to все grow. должны стремиться к зрелости, мы все должны возрастать. And we want to grow up to become just like Christ. Мы должны возрастать, чтобы становиться похожими на Христа. I feel very privileged to be able to be here for 3 weeks and to teach in the Institute. Вы знаете, для меня большая честь, что я буду находиться в Украине 3 недели, я буду преподавать здесь, в институте. And I'm excited to be able to speak at the seminar, which will be held on the 4th of May. Но я также очень рад, что у меня будет возможность выступить на семинаре, который будет проводиться здесь 4 мая. And on that date, I will be speaking to the group that comes about how to navigate the world and the situation in the church today. Знаете, на этом семинаре я буду рассказывать слушателям о том, как нам сегодня в этом мире, вот в современном, да, можно сказать вот таким термином, проводить навигацию, то есть как продвигаться вперед в этих реалиях, в церкви. As leaders in the church, we need to know how to navigate the various winds and the waves of the world that we are in. Понимаете, лидерам церкви обязательно нужно знать, как вот эти все, как проводить навигацию среди всех ветров, среди всех бурь, которые вокруг нас происходят в мире, как на это реагировать. If we have been entrusted with a ministry in the kingdom of Christ, we need to understand how to keep moving forward. Если Господь доверил нам служение в Царстве Господнем, да, то мы должны знать, как продвигаться вперед. As individual disciples of Jesus Christ, Вот мы, каждый из нас лично, являясь учеником Иисуса Христа, we are to continue to grow up and to become mature. каждый должен возрастать, каждый должен становиться более зрелым. And yet we live in a world which is constantly changing. Тем не менее, мы живем в мире, в котором постоянно что-то меняется. Day in and day out, there are different difficulties which come our way. И каждый день какие-то новые трудности в нашей жизни появляются. How do we navigate those things? Как все это проходить?
I believe that obviously the Bible has the answers for Я us. уверен, что в Библии для нас есть ответы на эти вопросы. Because our Lord has not left us orphaned upon this earth. Потому что Господь не оставил нас сиротами на этой земле. In fact, the Apostle Peter would write to Более his того, readers, апостол Петр писал своим читателям, and he would say that we have been given everything that we need for life and godliness. что он пишет, что Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. But we've got to be willing to examine what God has given us in His Word. Но нужно же исследовать, что именно Бог нам дал в своем слове. And so I'd like to speak to us for just a few moments about growth in the kingdom of Christ. И сегодня я хотела бы поговорить с вами в это время о росте в Царстве Христовом. Not long ago, a sociologist did a very large study of various churches and denominations around the world. Вы знаете, совсем недавно социологи провели масштабное исследование среди разных церквей, религиозных групп по всему миру. And they did studies of thousands upon thousands of congregations Опросили тысячи разных общин. to see why one congregation might grow in the same city, while in that same city another one might not. Вы знаете, целью исследования было понять, почему в одном и том же городе одна община растет, а другая нет. And they tried to find out what the difference То was. есть они постарались увидеть, в чем же отличие. And having looked at thousands upon thousands of congregations around the world, Сказал, исследовав многие тысячи общин по всему миру, they discovered 8 characteristics which helped to determine whether a congregation grew or it did not grow. и в результате они обнаружили 6 разных характеристик, которые указывали, будет расти община или не будет, растет она или нет. Now I would point out first of all that I believe that healthy congregations are those congregations which are growing. Я вам сразу скажу, что моя точка зрения заключается в том, что здоровая община, она растет. And that congregations which grow have a quality about them which others do not. И что растущие общины, они имеют у себя такие качества, которых нет у других нерастущих. It is the same as in the natural world. Я вам хочу сказать, это похоже на наш естественный природный мир. Only a healthy organism can reproduce. Вы знаете, что в мире только здоровый организм может воспроизводить потомство. If we think about an apple tree, for example, Или, например, возьмем яблоню. when we look at all of the apples that are on that tree, Если мы посмотрим на яблоки, которые висят на ней, and we notice how many are there, если мы заметим, сколько на ней яблок, by examining that fruit, we say that's a healthy tree. то, видя яблоки, да, урожай яблок, мы говорим, что дерево здоровое. Now, what are the apples in comparison to that tree? Чем для этого дерева являются яблоки? They are the fruit Они of that являются tree. плодом. Плод этого дерева – яблоко. And so we look at the quantity of growth in that tree through the fruit that it bears. И количественный рост этого дерева можно рассчитать по количеству урожая, по Да. количеству яблок. Now we all understand that in order for that quantity of growth to take place, there must be a quality of growth and health within that Но мы tree. все понимаем, для того, чтобы было количественное хороший урожай, нужно изначально, что должно быть? Нужно здоровое, то есть качественная внутренняя составляющая этого дерева. There must be strong branches and there must be a good root system. И хорошая корневая система, и сильные ветви. And that is where we discover the tree's quality. То есть вот так вот, это то, что мы называем качеством дерева. Именно по этим характеристикам оно видно. And just like that tree, И точно как это дерево, it is within healthy congregations that real growth takes place. и в общинах здоровых, в здоровых общинах наблюдается рост.
Now, the same thing could be said about not just congregations, but also about ministries within those Но congregations. я вам скажу больше. Дело не только даже в самой общине. То же самое, тот же самый принцип можно отнести и к разным служениям в общине. And the same thing could be said about the members in that Более congregation. того, этот же принцип можно отнести и к членам общины. Why is the person who is sitting in that seat over there, Почему человек, сидящий, например, на этом месте, why are they growing? почему этот человек растет? I'm trying to pick open Я, chairs. заметьте, стараюсь выбирать стулья, на которых никто не сидит. Никого не обидно. Why is that person Почему growing этот человек растет, when the person sitting in that chair когда back тот there человек, который сидит на том стуле, is not не growing? возрастает? They both come to the same Оба place. ходят в одно и то же место. They're both being fed the same nutrients. То есть потребляют одинаковое питание. Why does one grow and Почему not the один other? растет, а второй нет? In the end, it comes down to the quality that is within. Опять-таки все сводится к внутреннему качеству, What is the condition of their heart? к состоянию сердца человека. Jesus would tell the parable of a sower who went out to sow seeds. Иисус рассказывал притчу о сеятеле, который сеял семена. And you know the story. И вы знаете эту историю. He goes out and he Он casts the идет и seed out. разбрасывает эти семена. And it's the same seed, Семена одни и те же, but it fell on different но soils, падает didn't на it? разную почву, правильно? And depending on the И в quality of the зависимости soil, от качества почвы, some brought forth very good, healthy fruit, какая-то почва принесла хороший, здоровый урожай, while others did not. а другие не произвели урожая. Imagine for a moment that we have moved to the city of Kyiv from another place. Представьте себе, мы переехали в Киев с другого города. Maybe we have come from Donetsk, Может быть, из Донецка переехали мы в Киев, or maybe we have come from Lugansk, из Луганска, может быть, or переехали в maybe Киев, we have come from Dnieper. или из Днепра. But we come here to this, we move into the city of Kyiv, Итак, мы переехали в Киев. and we have our 3-year-old child with us. И у нас в семье 3-летний ребенок. And we want to place that child into a kindergarten. И мы хотим найти ему детский сад. And so we get some information about different ones, И мы начинаем собирать информацию о разных детских садиках. and we call them. Мы начинаем прозванивать их. And we call one kindergarten, and they say, oh yes, we can receive your child. И мы звоним в один садик, и нам говорят, да, мы можем взять вашего ребенка. We would love to have him come and learn here and grow here. Да, пусть приходит, пусть у нас учится, растет здесь. And this is how much it will cost you. Цена такая-то, такая-то. And I call another place, Тогда мы сразу звоним в другое место. and I say that I'm looking for a kindergarten for my И 3-year-old говорим, child. мы ищем садик для нашего 3-летнего ребенка. And they say they don't have any room. Они говорят, у нас нет мест. But we do have a list, and we could put your Но у child нас on the есть waiting список list. ожиданий, если вы хотите, мы можем туда записать вашего ребенка. Interesting. One will take my child, the other will not. Одни возьмут, другие не возьмут. And so I decide to do a little bit of examination. Я решил провести исследование. And I go to the first kindergarten that I've called. Я иду в первый садик. And I arrive there, and I look at the building and the grounds. Прихожу в этот садик, чтобы посмотреть, что же у них за здание, что же у них там вокруг этого садика. And I see that the playground equipment is mostly broken and the paint is gone. Я вижу детскую площадку. Все поломано, краска слезла. I see some trash floating around the yard. Я вижу по двору разбросан мусор. I see a teacher out with the children, Я вижу воспитателя с детьми. and she is constantly yelling at the Она на children. них кричит постоянно. And I see a lot of children rubbing their noses, Я вижу, как дети вот так вот вытирают носы, and they're coughing. все кашляют. And I go to the other kindergarten that I called Во второй садик, в который я звонил, that said that they had a waiting в list. котором список ожидания. And the playground equipment is all working, it's all Новая freshly детская painted. площадка, все покрашено.
Everything is very clean and well taken care of. Чистая территория. Видно, что заботятся о своей территории. And I see a teacher out with the children, and they're interacting with them, and they're speaking to them very nicely. Уважительно с ними говорит. And the children all seem to be healthy. Дети, похоже, здоровы все. Which kindergarten do I want my child to go to? Куда бы я хотела отправить своего ребенка в данном случае? The one that won't take me. Or Ну, take the конечно, тот, child. который не хочет брать моего ребенка, да? That's why people are waiting to get into То есть даже that при kindergarten. равной, как бы, да, если мы о равной оплате, там люди ждут, готовы в списке даже ждать, чтобы только туда попасть. Now think about this from God's perspective. А теперь давайте такой с Божьей точки зрения эту же ситуацию рассмотрим. He has this new child of his. У Бога есть новый ребенок, новое дитя. They have been immersed into Christ. Человек, который погрузился во Христа, облегся во They come Христа, out of the water to walk in newness of life. стал вот крещением для того, чтобы ходить, жить в обновленной жизни. And there are a couple of places that are calling themselves his church. И несколько мест называют себя его церковью. And you already know where I'm going with Я this думаю, что parallel, вы don't уже, you? как бы, параллель мою услышав или мою историю услышав, можете понять, да, к чему я эту параллель привожу. One is a congregation which is truly not very spiritually healthy, Одна община может быть духовно не совсем здорова, while there is another а другая congregation община which is very spiritually healthy. духовно здорова. Where does God want his child to go? Куда Бог хотел бы поместить свое дитя? He obviously wants that child to be in a Конечно же, good, nurturing Бог хочет, environment. чтобы дитя, рожденное в нем, да, оно получило хорошее питание, чтобы оно здорово, ну, как бы было здоровым, возрастало. Now, it is our responsibility to join God in making our congregation a healthy place. И наша обязанность в том, чтобы вместе с Богом работать над тем, чтобы наша община была здоровой. My wife and I have been married for 37 years, Мы с женой уже женаты 37 лет. which is a testimony as to how wonderful my wife is. И это свидетельство всем о том, какая замечательная у меня жена. But I believe this about marriage, Но знаете, что я хочу сказать? Во что я верю, когда дело касается брака? because there are so many marriages which fail. Потому что вы знаете, как много семей распадаются. I believe that mature marriages are made up of two mature people. Я считаю, что зрелый брак – это брак, заключенный между двумя зрелыми людьми. And that those two people are continuing to mature together. И эти люди оба продолжают возрастать, чтобы становиться еще более зрелыми. The same thing is true, I think, within То же congregations. самое, я думаю, и в общине происходит. That in healthy В congregations, здоровой общине people can grow together, люди могут вместе возрастать. and new Christians can learn what it means to truly be Jesus. И новые христиане, молодые христиане могут там понять, что значит такое быть такими, быть как Иисус. In the Gospel of Mark, chapter 4, В Евангелии от Марка, в 4 главе, and in verse 28, в 28 стихе, Jesus is telling the parable about the seed which is put into the ground. Иисус говорит о семени, которое помещено было в землю. And he says these words, И Он говорит, all by itself the soil produces grain, ибо земля сама собою производит сперва зелень, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. потом колос, потом полное зерно в колосе. The principle is that in nature, То есть, смотрите, какой принцип в природе существует. when the right conditions exist, Когда обеспечены правильные условия, plants naturally grow. то растения естественным образом растут. And I want us to revisit that first phrase that Jesus uses. И давайте посмотрим еще раз на эту первую фразу, которую Иисус использует. He says, all by itself the soil produces Земля grain. сама собою производит. The word which Jesus used there for
growing is the Greek word which indicates something which is automatic. Вы знаете, греческое слово, которое здесь использовано и переведено у нас как «производит», это то, что происходит автоматически. In Matthew chapter 6, verse 28, Матфея 6:28. Jesus says, "Consider the lilies of the field." Иисус говорит, посмотрите на цветы полевые. Now, what am I supposed to consider concerning these lilies? Ну и что же я должен в них увидеть? Consider how they grow. Посмотрите на полевые лилии. И что же я должен на полевых лилиях увидеть? Как они растут. Jesus expects us to understand some things from То nature. есть, смотрите, Иисус говорит, вы должны кое-что для себя взять, наблюдая за природой. And in considering that, we learn how things naturally grow. Глядя на природу, мы видим, как происходит естественный рост. In 1 Corinthians chapter 3, 1 Коринфянам, 3 глава, and in verse 6, 6 стих. Paul will say, "I planted, Павел говорил, я насадил, Apollos watered, Аполлос поливал, and God granted the increase." но возрастил Бог. So God uses people Итак, Бог использует людей in order to make the right conditions для того, чтобы условия способствовали росту. for some things to naturally И occur. после этого вещи будут происходить автоматически. If that is true in nature, То есть природно, естественно. Если в природе действительно так происходит, it is also true spiritually. то и в духовном мире точно так же происходит. It is true about congregations. Этот принцип работает и в общине. It is true about ministries within congregations. Этот принцип работает и в разных служениях, которые есть в общине. And it is true about us as И в individual каждом из disciples of нас Christ. этот принцип тоже работает, если мы ученики Христа. That when the soil is right and it is given water and sunshine, Почва обеспечена всем необходимым, необходимые правильные, нужные условия. И когда есть солнечный свет, когда есть влага, growth will naturally occur. происходит рост. Now, we are a little bit different from the apple trees. Конечно, мы с вами не похожи на яблони. We are different from the wheat which is being sown in these seeds. Конечно, мы не похожи на пшеницу, да, зерна которой сеялись. The difference is we have free will. В чем же наша разница? А в том, что у нас с вами есть свобода выбора. We can either participate in the growth and therefore have growth, То есть мы можем либо участвовать в этом росте, да, и если мы будем способствовать ему, участвовать в нем, то рост произойдет. or we can refuse to grow. Либо мы можем отказаться расти. So ultimately, the question of my personal growth comes to my heart. Поэтому вопрос моего личного духовного роста сводится к моему сердцу. Что в нем? And if I, as an individual member of the congregation, am not growing, И если я, как член общины, не расту, не возрастаю, and yet I am receiving all the при nutrients, этом я получаю все необходимое питание для роста, I am actually hindering значит, someone я else сам. from growing. Это значит, что я мешаю и кому-то другому возрастать. And if my ministry within Christ's church Если мое is not a healthy служение, one, если мое служение, которое я несу в церкви Христовой, нездоровое, I am taking up some of the precious resources that God gives, тогда получается, я беру драгоценные ресурсы, которые Господь дает церкви, which could be going into которые могли a бы healthy использоваться ministry. на здоровое какое-то служение. And the same thing, of course, is true of И вы congregations. знаете, то же самое можно сказать на уровне всей общины. So what are we saying in all of this? То есть к чему я все это веду? I am saying that we as Christians Я хочу сказать, что мы, как христиане, need to participate with Christ мы должны вместе с Христом to see growth occur. участвовать в этой работе для того, чтобы рост имел место. In order to have quantitative growth, Для того, чтобы увидеть количественный рост, we must first have qualitative growth. вначале должен быть рост качественный. My heart needs to be open and Мое receptive to сердце the Word of God. должно быть открыто и должно принимать Слово Божье.
Now, how do I do that in the world in which I currently live? Но как это сделать в мире, в котором я сейчас живу? I mean, we live in a fast-paced world, don't Мы we? с вами живем в мире, где все происходит очень быстро. Разве не так? We don't live in the same age and the same circumstances as people who lived 200 or 300 years ago. Мы сегодня живем абсолютно в других обстоятельствах, в другой обстановке, чем даже те люди, которые век или два тому жили. We don't even live in the same set of circumstances as those who lived 50 years ago. И даже я вам скажу, обстоятельства сегодня нашей жизни очень отличаются даже от того, что было 50 лет тому назад. But certain principles are true no matter which era we are in. Но вы знаете, есть принципы, которые работают всегда, вне зависимости от того, в какую эпоху вы живете. And I want to share with you very quickly 8 things that I think cause growth in our churches and ministries. И я хочу перечислить вам 8 сейчас моментов, которые, я считаю, действительно приводят к ростам общин и к ростам служения общин. First of all, we need leadership which is empowering of others. Во-первых, церкви нужны такие лидеры, которые будут окрылять других. That gives other people the opportunity to do things. И которые будут давать возможность другим людям себя проявлять. Which helps them to find their ministry and to be of use in the Чтобы kingdom. каждый человек в общине мог найти свое служение, свое применение в Царстве Божьем. But if I as a leader am doing everything, А если я, как лидер, все сам делаю, then хочу сам все then делать, I am not helping others to я do those same не things. помогаю другим людям служить. Healthy churches have an empowering leadership. Итак, в церквях растущих лидеры окрыляют других на служение. Healthy churches also have various ministries which are determined by the giftedness of individual Christians. Еще в здоровой церкви, в здоровых церквях есть различные служения, которые соответствуют дарам разных членов церкви. And just in case you didn't know, Если вдруг вы не знали, every child of God каждое дитя Божье has a gift from God, имеет от Бога дар. which God expects us to И use. Бог ожидает от нас, чтобы мы использовали этот дар. Now, what do I do with the gift of God? Что мне делать с даром, который Бог мне дал? Do I hide it under a bushel, Буду under a basket? где-то под корзиной прятать? Do I stick it underneath the bed? Может быть, под кровать положу, чтобы никто не видел? No, we don't hide the Нет, gifts of God. нельзя дары Божьи прятать. We use them and we Если share у тебя them. есть дар Божий, ты должен его использовать, ты должен им делиться. And again, every one of us have gifts И я from хочу God. еще раз сказать, каждый из нас имеет дары от Бога. And we have to choose to use them. И это должно быть наше сознательное решение использовать эти дары. A healthy congregation is made up of those who are passionately spiritual. Еще здоровая община состоят из людей, которые горят служением. To the degree that a group of people looks at life from a spiritual То есть, perspective. по сути, в общине должны быть люди, которые действительно смотрят на эту жизнь духовными глазами. That is going to determine how spiritual and healthy a congregation Если is. есть такие люди, то это будет отражаться и на том, насколько духовной будет вся община. But if we all look at things А from a worldly если мы perspective, все с вами на жизнь смотрим чисто по-мирски, так с земной точки зрения, our congregation will never grow. не будет расти наша община. And in fact, we will always be fighting with one another. Более того, в такой общине постоянно будут ссоры. We must also have inspiring worship among us. Также поклонение растущей церкви должно быть вдохновляющим. So that when we come here and we Когда join in мы song, приходим сюда и вместе поем гимны, when we participate in the Lord's когда Supper, мы вместе участвуем в вечере Господней, when we are being guided in prayer, когда нас ведут в молитве, that these things lift up our все spirit это
должно нас вдохновлять, so that we want to be together, чтобы у нас появлялось желание собираться вместе, and so that we want to be more and more like Jesus. чтобы нам хотелось становиться все больше и больше похожими на Иисуса. Now, obviously, a healthy church is going to be a church which reaches out to those who are around it. И, конечно же, здоровая церковь обязательно будет стараться благовествовать окружающим. And that means being willing to share the gospel with those whom we know. Это готовность рассказывать Евангелие своим знакомым. If we don't share the Если gospel, мы никому не the church will never рассказываем grow. Евангелие, конечно же, церковь не будет расти. but add to that, Но добавьте сюда и то, within a healthy congregation, что в здоровой общине there have to be loving relationships. обязательно должны быть любящие взаимоотношения между людьми. It's not enough for me to simply come here and perhaps know your name. Недостаточно прийти сюда и, допустим, я вас по имени знаю. It is necessary for me to know Нужно, чтобы what you я are going through in your walk with знал Christ. о вашей жизни, чтобы я знал, что вы сейчас переживаете в вашей христианской жизни. I need to have a care and concern for you, Нужно действительно заботиться друг о друге, то есть знать, сопереживать. which is different from the kind you would find in the world. То есть это то, чего не хватает людям в мире. It has to be as strong as the kind of love and relationship we might even have in our own То есть family. нужно стремиться создавать такую любовь между нами, такие тесные соотношения, как в своей земной семье. When that characterizes our congregation, Если эти качества присущи нашей общине, then our congregation is a qualitative one, тогда наша община будет качественной and it will grow. и, соответственно, будет рост. So here is my question for us today. И сегодня я хочу нас спросить, What are you doing to grow? что вы делаете для роста? As a congregation, what Как are you община, doing? что вы делаете для роста? If you are leading in a ministry, Если вы возглавляете какое-то служение здесь, and I know what you might be thinking, я знаю, о чем вы думаете, наверное. well, my whole ministry is coming up here and sweeping the floors. Мое служение просто приходить, например, и подметать здесь. Что еще? No matter whether your ministry is preaching the Word of God, Неважно, какое это служение. Либо проповедь Божьего Слова, whether it is cleaning the floors, либо подметание пола, if it is cooking for people's meals, либо готовка обеда для if it is кого-то, reaching out to the refugees, либо это помощь и евангелизация для переселенцев. no matter what that ministry may be, Неважно, в чем ваше служение. you and I are called upon Мы to призваны grow, возрастать. and we are expected to be passionate about it. И Бог ждет, что мы не просто будем это делать на автомате, а гореть этим служением. How would Jesus sweep the floor? Как бы Иисус подметал пол? Well, I don't read in the Bible where Jesus swept floors. Я не читаю, что в Библии где-то Иисус подметал пол. Nobody washed feet. Да, пол не подметал, а ноги мыл. I'd rather sweep the floor. Я вам скажу, я предпочту пол лучше подметать. There is no ministry too small or Нет. too great. Нет слишком ничтожного или слишком важного служения. Each Каждое. time we do something for Jesus, Каждый раз, когда ты что-то делаешь для Иисуса, we ought to do it better than we делать did the это time нужно before. лучше, чем в прошлый раз. How are you growing? А как вы растете? When you come here, are you receiving the nourishment that you need? Когда вы сюда приходите, вы получаете то питание, ту подпитку, которая вам нужна? I believe you are, Я считаю, что да. but it's up to you Но на whether you're самом going to деле, grow or not. теперь дело за вами. Будете вы расти с этой подпиткой или нет? God's expectation of you is that you grow. Ждет, что вы будете расти. Are you helping the congregation to grow? Помогаете ли вы этой общине расти? Or are you taking up precious resources Или вы просто на себя забираете драгоценные ресурсы, and then not using them to grow yourself? но даже для собственного роста их не используете? When Jesus came to this earth, Когда Иисус пришел на эту землю,
He emptied himself of all that he was. Он опустошил себя полностью от всего того, чем он был раньше, или кем он был раньше. And Philippians chapter 2 tells us that he emptied himself. Филиппийцам 2 глава говорит о том, что он полностью опустошил себя. And he became a human being. И стал человеком. And then he became like a servant Стал слугою. in order to bring salvation to each and every one of us. Чтобы принести спасение каждому из нас. Jesus gave his all so that we could have salvation. Иисус отдал все, чтобы мы получили спасение. And he gave us everything that we need for life and И godliness. дал нам все для жизни и благочестия. Now, what are we doing with that opportunity? А что мы делаем с этой возможностью? Is it truly changing us into someone that we didn't used to be? Действительно ли мы меняемся и становимся таким человеком, которым никогда не были раньше? Is it making us more like Jesus? Становимся ли мы все больше похожими на Иисуса? Perhaps you look inside yourself today and you see that you ought to grow, but you haven't been growing. Возможно, сегодня, глядя в свое сердце, вы можете сказать: да, я должен расти, но я не расту как должен. The call of Christ to you this day is to begin Когда to grow. Христос говорит вам: начни сегодня, начни возрастать сегодня, Apply yourself to the study of His Word. читай, изучай Его Слово, Do the things that Jesus did делай то, что делал Иисус, and grow. расти. And this morning, И этим утром, if you have never begun to grow, если в вашей жизни никогда не было этого роста, you've never taken those steps in order to become a child of God, если вы еще не сделали шаги к тому, чтобы стать чадом Божьим, God is calling upon Бог you to do призывает that very каждого из thing. вас: придите, сделайте это. And then once you have done that, И после этого Christ Христос will help you to grow. будет помогать вам расти. I pray that you are blessed by these words. Я молюсь, чтобы эти слова стали для вас благословением. I hope that you will continue to grow in your understanding of God's Word. Я надеюсь, что вы будете возрастать в познании Божьего Слова, And I pray that each and every one of you will become more like и Jesus. чтобы каждый из вас возрастал и становился больше похожим на Иисуса.